Всем привет! С вами Дмитрий, и вы на канале Dmitry Day Tutors. Довольно часто я сталкиваюсь с вопросом, как в Blender сделать и экспортировать ID-карту, чтобы в дальнейшем использовать ее в Substance Painter. Я покажу, как это сделать на примере очень простой модели. Если перейти в режим Vertex Paint, вы увидите готовую модель, разделенную на цветные участки, так называемый ID, который используется для создания маски. В данной модели я добавил 5 цветов, которые формируют те или иные участки модели. Сейчас я скрою данный объект и переключусь на первый, в котором покажу, как создать ID-карту. Для того, чтобы это сделать, необходимо перейти из Object Mode в режим Vertex Paint. Данная модель содержит в себе 3 цвета, которые применены к определенным участкам модели. Чтобы вернуться к исходному, начальному цвету, я нажму на панели цвета и выберу белый. Обращаю ваше внимание, для того, чтобы окрасить в белый цвет, не обязательно выбирать кисть или другие инструменты. Заливка работает независимо от выбранного инструмента. Далее я нажимаю Paint, Set Vertex Colors. Теперь модель полностью окрашена в белый цвет. То есть сейчас мы вернулись к исходному состоянию, когда ID полностью отсутствует. Это можно использовать в том случае, когда вы решили полностью поменять цвета ID и их расположение на модели. Перед тем, как создать ID-карту, давайте выберем первый цвет. Сделать это можно вот здесь. Перед тем, как определить первый цвет, необходимо понимать, какой он должен быть. Безусловно, вы можете использовать всю палитру цветов, значений яркости, насыщенности и цветового тона. Но важно, чтобы цвета все же отличались друг от друга. Я рекомендую использовать максимальную насыщенность, а в качестве вариативности использовать цветовой тон. Если вы сделаете разницу в цвете едва заметной, программе будет сложно отделить их друг от друга. Поэтому старайтесь, чтобы разница в цвете была заметна. Если поднести мышку к Hue, цветовой тон, и попробовать сместить его в разные стороны с зажатой клавишей Ctrl, вы получите удобный способ для отделения цветов. Как дополнительный вариант, похожим способом, можно использовать насыщенность и яркость. Насыщенность я верну к максимальному значению. Цветовой тон верну к значению 0. Тем самым получится красный цвет. Давайте попробуем разобраться в процессе рисования. Если выбрать кисть и попробовать окрасить часть модели красным цветом с радиусом 50 пикселей, который можно менять с помощью клавиш F, параметр силы можно менять с помощью Shift F. Сейчас максимальное значение. Если я проведу мышкой в левую сторону, значение уменьшится. И вправо значение будет максимальным, равным единице. Если рисовать кистью напрямую по модели, будут видны неравномерности в рисовании здесь, здесь и здесь. Это происходит из-за неравномерной сетки объекта. Вот здесь, например, ребро длинное, а здесь короткое. Из-за этого и получается такая цветовая интерполяция плотности конца к центру рисуемой точки. Чтобы устранить неравномерность раскраски, я буду использовать маски, полученные из выделений. Предположим, я хочу отделить вот этот и этот участки, и здесь в программе нужно указать, каким образом покрасить эти части. Для этого я перехожу в режим редактирования и последовательно выделяю нужные мне участки. То есть я планирую покрасить эти участки красным цветом. Снова переключаюсь в режим Vertex Paint. Далее выбираю Paint, Set Vertex Colors. Сейчас окраска применилась ко всему объекту, проигнорировав выделение, которое мы сделали раньше. Я отменяю эту команду и на панели инструментов активирую режим Paint Mask.
Часть объекта окрасилась в белый цвет, в то время как выделенные области остались без визуальных изменений. Далее нажимаю Shift плюс K, Set Vertex Colors. Кстати, вот здесь указана комбинация клавиш. Окраску первой части объекта мы сделали. Теперь можно снять выделение. В данном примере я сделаю набор из 3 цветов. Снова переходим в режим Edit, и я выделяю следующий участок. Снимаю выделение с уже готовых частей. Далее перехожу в режим Vertex Paint. Меняю цвет на зеленый. Пускай будет такой. И применяю окраску. Сейчас у меня маска активна, поэтому все окрашивается корректно. Снова захожу в Edit Mode. Выделяю вот этот участок. Он у меня идет отдельным объектом внутри меша. И снова перехожу в Vertex Paint. Меняю цвет на синий и окрашиваю объект. Сейчас ID-карта готова к экспорту. Если есть необходимость, вы можете усложнить ее. Например, добавить цвета вот к этим участкам, к фаскам или здесь. Но в нашем примере я буду использовать 3 цвета. После настроек ID, окрашивания всех необходимых участков, модель можно экспортировать. В качестве примера я буду использовать формат FBX. Здесь все очень просто. Так как модель не содержит никаких модификаторов, но в сцене есть похожий объект, и чтобы не произошло дублирование, я выбираю Selected Object, в Object Types выбираю Mesh, снимаю галочку Bake Animation, так как она отсутствует, снимаю галочку Apply Modifiers, их также нет, и нажимаю Export FBX. Далее мы открываем программу Substance Painter, где в качестве исходника я выбираю файл, полученный в Blender. Выбираю размер предполагаемой текстуры, пускай это будет 2048, и нажимаю ОК. Модель успешно импортировалась. Далее нам необходимо запечь базовые текстуры. Переходим в Edit, Bake Mesh Maps. В глобальных настройках меняем размер на 2048. Если в дальнейшем потребуется изменить формат, например, увеличить размер до 4096, вы всегда сможете это сделать здесь или в настройках панели Texture Sets, вот здесь. Снимаю галочки напротив Normal, World Space Normal, Position и Thickness. Они мне сейчас не потребуются. Настройки Curvature и Ambient Occlusion я оставлю по умолчанию. Но в разделе ID нужно изменить следующее. В Color Space, так как мы используем цвета точек, окрашенных в Blender, я выберу Vertex Color. И нажму Bake Selected Textures. Далее появится окно, в котором будет отображаться процесс запекания текстур. Как мы видим, все карты успешно запеклись. Весь процесс не займет много времени. Теперь давайте разберемся, как использовать ID-карту, а именно, как отделить части материалов. Я добавлю заполняющий слой. Поменяю цвет на, допустим, вот такой, желто-оранжевый. Добавлю такой же заполняющий слой и поменяю цвет на темно-зеленый. Желто-оранжевый слой перенесу выше зеленого. Теперь для того, чтобы воспользоваться ID-картой, мне необходимо создать маску. Выбираю Add Mask with Color Selection. По умолчанию маска окрасится в черный цвет и слой будет невидим. В верхней части меню отображается ID-карта
И чтобы ей воспользоваться, необходимо нажать на кнопку Pick Color. После нажатия в 3D Viewport стиль отображения изменится на ID, где будут доступны все цвета модели. Цвета яркие и сильно отличаются друг от друга. Я выбираю синий. Теперь маска отображает ту часть модели, которую мы выбрали в ID синим цветом. Если мне потребуется внести изменения, давайте сделаем цвет чуть более насыщенным. Все это будет происходить внутри маски и не затрагивать другие участки. Вот такой достаточно простой урок. Надеюсь, что он вам поможет в понимании, как создавать ID-карты в Blender и пользоваться ими в Substance Painter. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Буду рад вашим комментариям. Если у вас остались вопросы, с большим удовольствием постараюсь на них ответить. Жду ваших сообщений в телеграм-канале. Там мы обсуждаем уроки и все, что связано с компьютерной графикой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а также включайте колокольчики, для того, чтобы не пропустить новые уроки. Пока!